Друзья, приветствую всех на канале Рыболов Копатель. Блин, пока дошел, упарился просто весь. Пришел я на место, где запчасти самолета попадали. Блин, ситуация усугубилась. Вы видите, там, где я копал, вода стоит. И так и без того тяжело копалось. Теперь, я так понимаю, еще хуже будет. Ну ничего, сегодня взял щуп, попробую пощупать вот этот плацдарм. В принципе, сигналов очень много. Но в основном звенит вот алюминий. Всякие вот такие вот обломочки. Не переключайтесь. Все, что интересное попадется, вам обязательно покажу. Поехали. Саму яму лезть не получается. Но вот пошли какие-то уже стальные детали. Вот такая бакелитовая красная. Какая-то, может, на рычаге где-то было, или что это такое. На фонарь никакой не похоже. Просто какая-то поверхность чего-то была. Ну вот опять переходники какие-то. Краники, шманики. Вода, ребят. Вода стоит. Ну вот буду копать вот здесь. Крупного ничего нет. Вот всякие щепки. Вот это тоже какая-то из непонятного материала, типа бакелит. Какая-то проставка. Ну и вон. Патрубок и еще какая-то фигнюшка. Все потом помою, покажу, друзья. Видите, с проволочкой какой-то. Хоть бы надпись какая-нибудь вот на этих была обломках. Копаем. Где сухо, там покопаю. Дальше посмотрите, тут уже какая-то панель с сосками непосредственно. Чисто подсоединение. И вон здесь все в подходах, в трубках. Интересная штука. Обязательно смотрите до конца, друзья. Я все это помою. Просто вот в условиях вот в таких тяжело, 7 потов сошло. Не удержался, помыл. Кран за номером, за клеймом, за пломбой. Тут вот какой-то тумблер был или кнопка. А вот это, друзья, я даже не знаю. Может, форсунки какие-то или хрен его пойми. Короче, рудименты какие-то, многососковость. Копаем дальше. Заглубляюсь, ребят. Сигналы идут, но все мелкое. Все вот такое. Среди обломков вот такие интересности. Резиновая какая-то проставка с отверстиями или что-то через нее проходило. Такой вот лючок. Вот это форсунка какая-то или что-то непонятное. Копаюсь дальше. Щупом потыкал, он что-то упирается. И вот какая-то прорезиненная фигня идет. Что это, не знаю. Буду выкапывать. Ну не шлем летчика уж точно. Резина довольно толстая.
Прошевелил я вот такую траншею, ребят. Все, сигналы кончились. Вот последняя достал опять. 2 резины вот таких. Щупом натыкал ее. К сожалению, больше ничего нету. Сейчас еще побегаю по верху, посмотрю. Не переключайтесь, ребят. Сейчас чуть-чуть передохну. Отдышусь, попью и побегаем по верхам с вами. Я думаю, те же запчасти здесь будут еще. Подвзмок маленечко. Конец сентября, друзья. Погода очень радует. Сегодня 25 обещают. С утра прям вообще душно было. Ну, 2 часа я покопал. Пойду по верхам поскочу. Верховая трубочка обломанная попалась. Но с неким артикулом. Наверняка специалисты могут сказать по этому номеру, что это за самолет был когда-то. Создается у меня впечатление, друзья, когда он рухнул, либо в послевоенные годы, основу растащили все, и вот остались только такие незначительные обломки. Но все равно интересно, это очень интересно, ребят. Не часто такое находишь. Представляете, летало же когда-то это все. Это все когда-то летало. Кто это у нас тут решил улиткой полакомиться? Батюшки мои. Отошел уже метров 200, наверное, ребят, от того места, где копал. И тут вот продолжаются находки самолетные. Какая-то электрика, экранированные провода. Вон они. Видите, в экране. Провода. И такие, и сякие обломки. Силумина, алюминия. И еже с ними. А где бы что-нибудь с надписью нам? Вон что-то загнутое. Вот она. Трубка. Просто трубка. Что за малик-пусик? Шпилька какая-то. Винтик. Среди вот этого хлама какая-то цветная деталь. Тяжелая. Подозрение на гравицапу снова. Надо помыть ее и посмотреть, что это такое. Как будто бы цельная. Смотрите. Она цельная, но у нее есть отверстие. Пока никаких надписей не вижу. И вот у нее еще, видите, поперечные какие-то погнутые штырьки торчат. Ну, тоже все на тему авиации. Что это такое, я не знаю. Может, электрика какая-нибудь. Диэлектрик. Вкопил. Уже более 300 метров отошел от эпицентра, где основные находки были. И вот еще продолжается алюминий. Среди него такая шкала с какого-то прибора. Еще дальше ушел, а оно все продолжается. Снова то ли муфта какая-то,
То ли с радио связано, непонятно. Ну тоже, судя по всему, самолетная. Позже помою, все в комплексе. Ну что, друзья, буду заканчивать. Давайте приступим к обзору. Насколько можно, я все помыл. Давайте посмотрим, что сегодня удалось найти. Так, вот шкала какая-то. Может быть, скорость, не знаю. Надо будет ее на радиацию проверить. Потому что часто на шкалах авиационных и судовых приборов наносилась светомасса постоянного действия с содержанием солей радия. Прибор у меня с собой, поэтому после обзора мы проверим все находки, их радиационный фон. Такой вот тройник попался сегодня с номером, с клеймом, с пломбой. Резиночку я показывал уже, через нее что-то проходило, мягкая. Заглушка. Вот это вот, может, передатчик рации. На нем номер тоже. Вот тут вот. И циферки по кругу. Стух. Его я нашел уже поодаль, не в болотистой местности. Поэтому состояние сами видите. И вот тот самый экранированный кабель. Вот такая трубка причудливая. Для прикола решил забрать кусочек немецкого самолета все-таки. Вот тоже вся в клепках, но вот тут вот болты стальные, надо заметить, гайки тоже. Вот это вот непонятно что, какая-то форсунка или катушка, непонятно, что-то по электрике. Дальше трубку я вам показывал, специалисты могут даже сказать, что за самолет это был по этому номеру. Мне кажется, какой-нибудь Юнкерс. Тут тоже он номер, артикул, уголок такой. Вот такой патрубок с переходником. В прошлый раз я таких много нашел. Вот это вот непонятно, что такое, тоже заглушка какая-то, крутилка, вертелка. Вот это вот гвоздь программы. Такая панель. Зачет вообще топливных дел. Вот это вот какая-то фишка, не знаю. Сюда положим ее. Тоже трубка. Такой вот лючок занимательный. Еще одна на ту же тему деталь. Кусочек корпуса. Вот это вот непонятно что, стальная тема. И вот этот набалдажник. У кого есть представление по назначению этих деталей, пишите, друзья. Сейчас проверим на радиацию все это дело. Включаем прибор. Ну, видите, радиационный фон в норме. На улице 20 градусов у нас. Кто гонит на этот прибор, друзья,
Вы очень и очень зря. Прибор пользуется большой популярностью. Это наша российская разработка. Там потом на компьютере можно смотреть анализ во времени, короче говоря, передвижение по карте. Так, ну мы видим нормальный фон у нас 0,09 микрозиверт час. Давайте к находкам приблизим. Ничего у нас не излучает. Так, где у нас шкала? Вот меня более всего интересует. О, смотрите. Смотрите, ребят. Вот вам, пожалуйста. Все, от нее убрал. Видите, в норму приходит. Ну, не сильное превышение, но все-таки превышение есть. Давайте еще раз. О, видите, засигнализировал. До 0,6 микрозиверт час. Вот вам, пожалуйста. Такую шкалу брать я не буду. Хотя, по сути, страшного там гипер ничего. Благодарю всех за просмотр, ребята. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Пишите комментарии, ставьте палец вверх. До новых встреч. Друзья, насчет радиации в находках. Ну, тут каждый сам относится настолько, насколько он к этому относится, как говорится. Для кого-то и ничего страшного. И люди, коллекционеры, покупают часы, в которых и побольше там превышения уровня допустимого. И ничего страшного. Кто-то сразу спешит избавиться от таких вещей. Я как-то с настороженностью отношусь, если честно. Поэтому тут каждый решает сам. Я бы не советовал никому брать там такие находки. Если есть возможность проверить, хорошо. Но вы имейте в виду то, что вот кто копает, то, что на циферблатах старых часов, на всяких шкалах приборов вот это вот есть, потому что я проверял до этого. У меня тоже как-то валялась какая-то шкала, я не знаю, какой-то тахометр. Я его померил, и он тоже фонит. Не мега супер зашкаливает там уровень, но есть. Я думаю, если на лоб такой положить, что-нибудь вырастет рано или поздно. Поэтому лучше не рисковать. Фу-фу-фу.